Здравствуйте, меня зовут Раиса Демидова. Сегодня мы с вами посмотрим, как можно сделать вот такой простой элемент – пуговка. Для того, чтобы сделать пуговку, нам нужен цилиндр 0,6-0,7 мм. Придерживаем кончик рабочей нити и делаем навивы на цилиндр. Кладем рядом друг с другом очень плотно навивы, снимаем осторожненько и вот в это колечко вовнутрь мы используем с вами крючок 0,9. И сейчас сделаем первую петлю и закрепим вот эти навивы. Сделаем первый ряд столбиками без накида, обвязывая наши навивы. Затянули первую петлю. Если вы видите, у меня очень натянутая ниточка рабочая. Можно использовать, обвив 2 пальца на руке, либо 3, для того, чтобы сделать более такое жесткое натяжение нити. Это для того, чтобы вам легче было провязывать столбики без накида, чтобы они были очень плотно на колечке. Мы делаем ряд столбиков без накида вокруг колечка, очень плотно провязывая столбики без накида. Необходимо делать все ряды, конечно же, аккуратно, для того, чтобы они были все ровненькие, столбики без накида, без каких-нибудь подпрыгивающих петель. От этого зависит будущая красивая ваша пуговочка. Вот мы хвостик сейчас убираем в другую сторону и закрепляем столбиком без накида. Убрали его. И далее провязываем столбики без накида до конца ряда. Просто переходим сразу в второй ряд. Вот здесь вот поддернула себе рабочую нить для того, чтобы сохранить именно натяжение. Вы тоже можете почувствовать, если вам необходимо заново делать натяжение нити, то вы тоже также можете иногда вот ниточкой ее поддергивать. Мы переходим с вами сейчас на второй ряд. Обрезаем вот этот кончик нежелательный и продолжаем вязать второй ряд. Вяжем плотненько. Ниточка у нас в натяжении. Вот еще раз себе сделала, посмотрела, что натяжение нити у нас ослабло, поэтому я еще раз себе вокруг 3 пальцев намотала. Далее провязывая столбики без накида, вот этот второй ряд, как я и говорила ранее, на пуговке из ниточки Макси выходит ровно 3 ряда столбиками без накида, поэтому здесь очень просто. Все должны быть столбики ровные, и тогда пуговочка получится ровненькая. Если, конечно же, какая-нибудь петля будет прыгать, то тогда уже, конечно, на качестве пуговки скажется.
Завершаем пуговку, делаем последние столбики без накида и соединительной петлей мы прикрепляемся к ребру. Смотрите, вот такая у нас получилась пуговка, ровненькая. Обязательно смотрите, чтобы все были ровные последние столбики без накида, чтобы они не прыгали. И сейчас завершим. Провяжем здесь несколько столбиков, там можно было, чтобы закрыть нашу дырочку внутри. И теперь соединительной петлей прикрепляемся и завершаем пуговку. Вытягиваем петлю и ее обрезаем рабочую нить. Сформируем пуговочку, полепим ее. Можно ввести крючочек вовнутрь для того, чтобы ее правильно завернуть, чтобы она стала у нас пуговкой. Какая у нас хорошенькая пуговичка получилась. Теперь берем иголочку для слабовидящих. Я использую ее и вам тоже рекомендую, потому что толщина нити разная. И вот эта иголочка, она держит эту толщину нити. Заправляем. И сейчас мы спрячем конец рабочей нити. Здесь на обратной стороне пуговки. Если очень туго идет иголочка, то можно использовать плоскогубцы. По кругу сзади пуговки мы иголочкой протягиваем нашу рабочую нить. Несколько раз сделаем и обрежем. Она останется именно в пуговке. Обрезаем. Еще раз ее полепим. Смотрите, какая у нас хорошенькая получилась пуговочка. Чтобы пуговка из макси получилась очень аккуратно, необходимо вязать столбики без накида очень туго и аккуратно. И здесь я использую 3 ряда столбиков без накида пуговки с ниточкой макси. Приятного творчества!